Сегодня 23 июля 2026 года, и всем привет из Одессы. Вижу, плохая погода людей не разогнала. Многих интересует, сколько же стоит запарковаться у моря. На некоторых пляжах 60 гривен парковка, но здесь в Аркадии 100 гривен. И обратите внимание, это за 1 час. Всем привет-привет! Приехала в Аркадию, и такое чувство, что попала в совершенно другой мир. Сейчас вам все покажу и расскажу. Я вижу бессонные ночи, постоянные тревоги и даже плохая погода дождливая никого не останавливает, потому что, несмотря на то, что достаточно прохладно сегодня, все равно в Аркадии много людей. Уже все высохло, из-за вчерашнего дождя в Аркадии была просто река, и все вот здесь было в воде, плавали даже мусорки, плавали стулья у людей и вазоны с елками. И вся эта вода, конечно же, ушла в море. Сейчас с вами еще и посмотрим на состояние моря. Сейчас спокойно, нету воздушной тревоги, надеюсь, мы с вами на нее и не попадем, потому что они у нас постоянно, знаете, у нас уже жизнь в Одессе сравнивают с игрой Джуманджи. Знаете, есть такая игра Джуманджи, это игра на выживание. Вот у нас такая же. Бессонные ночи, сегодня была такая же бессонная ночь, и ракеты, и шахедная атака на город. Но тем не менее, видите, люди, вижу, не сдаются, и каждый хочет пройти уровень своей игры. У нас сегодня ночью был дождь. Но вы знаете, мне кажется, что на пляже все равно есть люди. А сейчас с вами посмотрим. Что работает генератор. Не знаю, есть везде свет или какое-то локальное отключение света. Не знаю, насколько это массово. Захожу в социальные сети и читаю комментарии, что из-за сложившейся ситуации и из-за постоянных обстрелов в городе некоторые люди из других регионов Украины начинают сдавать билеты и отказываются от отдыха, потому что страшно ехать в Одессу. Но, знаете, я приехала в Аркадию, и мне кажется, что единицы только откладывают свою поездку, потому что посмотрите, какие толпы, и я уверена, что большинство из этих людей туристы. Потому что сегодня не выходной, и многие действительно, конечно, сейчас на работах. Я так смотрю, как отдыхают люди под обстрелами на пляже, что не все спешат уходить из пляжа, некоторым не страшно, что, мне кажется, реально не такое большое количество людей отдает билеты. А те люди, которые вообще приезжают из таких регионов, там, как Харьков, да, Сумы, Запорожье, то людям вообще не страшно. Ой, так шумно из-за генераторов, конечно, ужасно. Ну что, спускаемся к морю. Видите, какой спуск к морю? Вся вода вчера от дождя стекала, конечно же, сюда. Погода, казалось бы, не летная, холодная, но посмотрите. Вот людей с пляжа не разогнать ни обстрелами, ни тревогами, ни ракетами, ни шахедами и даже не дождем. Все равно на пляже много людей. Так, посмотрим, какие цены сейчас. В Редлайне шезлонг обычный 500 гривен в выходные, в будние дни, и 600 в субботу-воскресенье в выходные. Видите, выходные дороже, немного отдохнуть. Так, вон люди просто сидят, дышат воздухом. Конечно, платят все огромные деньги для того, чтобы отдохнуть в Одессе. В Одессе отдых не дешевый, поэтому, видите, даже в одежде просто дышат воздухом. А кто-то и умудряется загорать. Песочек на пляже. Песочек на пляже чистый, но очень мокрый. И я хочу сказать, что холодный. Вот сидеть на покрывале попу достаточно холодно. Ой, погода такая, вот красивое освещение и очень красивое небо над морем. Мы сейчас с вами подойдем. Смотрите, людей много. Я смотрю, когда сбивают дроны, в интернете показывают, все равно лежат на пляже, смотрят, как это происходит, хотя просят не нехтувати тревогою и идти до укрытия. Вы должны сами следить за своей безопасностью. Ой-ой-ой. Ой, люди за собой не убирают, это факт. Мусор, пакеты, банки, свинство во всей красе. Вот смотрите, куда люди скидывают мусор. Хотя здесь есть мусорки, и можно его вынести. Не делайте так. Так, водичка моря. Водичка в море, на мой взгляд, грязновата.
есть мусор и очень много водорослей с этой стороны. Но сейчас с вами пройдемся. Видите, даже на берегу водоросли есть. Уже смотрите, что я нашла. Я нашла маленького крабика, но, к сожалению, он мертвый. Смотрите, он водорослями даже покрыт. Жаль очень. Когда поднимается сероводород в Черном море, то таких крабиков очень много на пляже можно найти. Смотрите, люди купаются, чайки рядом. Даже на пляже запах этого дыма от горящего камыша. Не очень мне свежий воздух, хочу я вам сказать. Здесь есть рятувальный човник, видите, спасатели есть, видите, есть безпека на воде, все, и спасатели сидят и наблюдают за тем, как купаются люди, потому что наши люди делают иногда неправильные вещи. Море прям пахнет водорослями. Весной, конечно, в начале лета, кто был, вода была чистейшая. Вода в море не холодная, я думаю, градусов 23-24. Ну, хочу вам сказать, конечно, для меня грязновато. И после дождя я бы не рекомендовала вам нырять, потому что можно напиться воды, а вы сами понимаете, вся вода шла в море, поэтому пару дней нужно подождать. Видите? Мне кажется, что люди, вот видите, люди идут и идут потихоньку. Не пугает туристов ничего. За отдых заплатили дорого, надо брать от него все. Кто не хочет купаться, тот с видом на море попивает кофеек, чаек или что там погорячее. А вот эти шезлонги по 500 гривен. Видите, люди тоже есть на шезлонгах. Людей бы было гораздо больше, просто плохая погода. На пляже, в принципе, нечего делать, поэтому вижу все по заведениям. Redline или это что-то другое? Redline, да? Смотрите, здесь прям на пляжике можно вкусно поесть, не отходя от моря далеко. Шашлычок есть с куриного филе, со свиной шеи. Вот можете ставить на паузу и видеть цены. Вот здесь все можно посмотреть. Лавашик какой красивый. Это 190 гривен, да? Такой стоит большой. Картошечка молодая с укропчиком, шашлычок, мяско. Все есть. Спасибо. И здесь... Комбо-меню. Да, там еще меню. Ага, спасибо. Хорошего дня вам. Одного дня нам, пожалуй, зеркало здесь. Смотрите, какое красивое есть. Можно на себя посмотреть. Я в джинсах, потому что холодно было с утра. И я оделась теплом. И здесь можно, я так понимаю, выпить какой-то напиток. Сейчас мы с вами посмотрим, что почем. Смотрите, здесь выбор пива разного есть. По 90 гривен. В принципе, за бокал. А ситро почем? Я без вас. По 60. По 60 гривен. А квас? 60 гривен квас. А здесь и меню есть. Вот, смотрите, люди заказывают здесь какую-то еду. Идут на пляж. И, в принципе, вкусно едят. Люди не обращают внимания на вот эти информационные стенды, а я прошу вас обращать, потому что сейчас в море плавает все, что только хочешь. Поэтому будьте осторожны. Вы понимали? Здравствуйте. А вот я иду в укрытие, потому что на город ракеты. В итоге ракеты были не на город, но очень неприятное ощущение. Люди все вышли из укрытий, кто ходил, конечно, потому что я вам хочу сказать, что несмотря на то, что есть укриття, все равно люди не все спішать в них, а всіх попереджують не нехтувати тривогами і йти в укриття, особливо якщо ви біля моря. Здесь вообще какая-то стройка, что-то делает. Это ж чинят коллектор. Я не знаю, как люди загорают, когда вокруг них техника ездит. Есть же пляжи, где сейчас пусто. Вот у нас люди. Ничего не мешает, ничего не боятся. Видите, у нас есть пляжи с песочком, а есть вот такие с галькой.
Боже, после дождя, конечно, все поприносило. Не успевают поубирать еще, наверное. Ну, вообще чище обычно. А это что-то сегодня все после дождя, думаю. Смотрите, сколько здесь водорослей. Море в прошлом году водорослей практически не было. А в этом году, конечно, повезло тем, кто вот отдыхал до 1 июля. Сейчас, конечно, кто приехал, мало того, что обстрелы, еще и море, конечно, не очень радует. Здесь просто в прошлом году пляжик открылся, кокос называется. Вот тоже эти зонты закрыты. Мало людей сейчас. Ну, погода. Все просто из-за того, что погода, а не потому что никто не едет в Одессу. Аллея переполнена. Люди приехали, просто песок мокрый. Море после дождя. А вот сейчас придем, посмотрим, что почем на этом пляжике. Видите, рукомойнички. Можно на себя посмотреть. Вот такой пляжик. Здесь, знаете, что мне нравится? Здесь качелька есть. Видите, пляжик собран. Кино, конечно, где-то мне попадалось в социальной сети видео. Пришли посмотреть кино на центральных пляжах и попали под обстрел. В море сбивали дроны. Пришли на один фильм, но посмотрели «Звездные войны». Это все, конечно, очень грустно и печально. Так. Тиждень яскравых историй, а кино здесь стоит посмотреть. Сеанс 500 гривен. Вот такие фильмы сейчас. Сегодня «Людина-павук» буде 21:00. Какое крутое море, такой замечательный город. Это ж надо, чтобы не было жизни нормальной. Я вам не могу передать, как хочется нормальной жизни. Не смотреть эти тревоги, не бегать по этим укрытиям целыми сутками. Жить себе, иметь какие-то планы, знать, что будет завтра. Ой, все так уже от этого устали, конечно. И я понимаю людей, которые не могут оторваться от этого моря, потому что хоть, знаете, хоть что-то хорошее, ну хоть что-то хорошее. Потому что война, конечно, изменила нашу жизнь. Ой, очень кардинально, хочу я вам сказать. Вот классная экскурсия, вот классная машинка, на которой можно покататься от Ланжерона в Аркадии. Сейчас узнаю, какая цена. Видите, практически заполнена людьми. Люди отдыхают, катаются. Сейчас узнаем, сколько стоит проехаться. Да, кто там говорит, что ситуация в Одессе распугала всех? Ну-ну. Здравствуйте, а сколько стоит поездка? 200 гривен. О, 200 гривен нам сказали, а цену не подняли. 200 гривен стоит покататься 7 километров от Аркадии до Ланжерона. Вышла с пляжа, уже вечер, и людей становится все больше и больше. По аллее в Аркадии гуляют просто тысячи одесситов и туристов. И смотришь на это все, особенно после воздушной тривоги, і дійсно розумієш, що наша Україна, наші українці реально незламні. Так сегодня живет Одесса. Я думала, что я увижу совершенно другую картину, но город продолжает жить. Если собираетесь к нам ехать и не боитесь обстрелов, обязательно приезжайте, потому что у нас точно можно отдохнуть и набраться приятных, положительных воспоминаний на долгие годы. Всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы.